Представьте, вы загадываете желание, и оно исполняется мгновенно. Болезнь исчезает, деньги появляются, все проблемы решаются по щелчку пальцев. Казалось бы, вот оно, настоящее чудо. Но правда в том, что именно такие чудеса могут стать самой опасной ловушкой для вашей души. Мы привыкли верить, что чудеса – это счастливые билеты в лучшую жизнь. Ждем знаков, молимся о вмешательстве свыше, мечтаем о мгновенном избавлении от трудностей. Но настоящая магия не в том, чтобы получить все без усилий, а в том, чтобы научиться видеть глубинный смысл даже в самых обычных вещах. Так почему же чудеса иногда приносят не спасение, а разрушение? И как отличить истинное чудо от иллюзии? Сегодня разговор о том, что скрывается за божественными знамениями. С вами Ашраэлин. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Представьте, что вы скачиваете пробную версию игры. Вам дают лишь кусочек, ровно столько, чтобы заинтересовать, но не раскрыть весь сюжет. Божественное чудо – это как раз тот самый кусочек, который служит для привлечения внимания, демоверсия реальности. Оно подмигивает вам из-за угла, шепчет: «Смотри, есть нечто большее, чем ты видишь», и растворяется, оставляя вопросы. Например, вы думаете о человеке, которого не видели годами, и вдруг он звонит. Атеист подумает: совпадение, верующий – чудо. Вы молитесь об исцелении, и болезнь отступает, хотя врачи разводили руками. Но это не Бог исполняет желание по заказу. Это знак, намек на то, что мир сложнее, чем кажется. Но если начать требовать чудес как постоянного сервиса, магия гаснет. Потому что их смысл не в том, чтобы решать за нас, а в том, чтобы показать дверь. А войдем мы в нее или нет, уже наш выбор. В храмах у чудотворных икон часто можно увидеть множество драгоценных подношений, золотые и серебряные украшения, монеты, дорогие дары. Люди приносят самое ценное в благодарность за исполненное желание или в надежде на его исполнение. Бог сжалился и помог, думают они. Но это глубокое заблуждение о природе божественного милосердия. Бог не волшебник, исполняющий прихоти по первому требованию, не небесный исполнитель желаний на побегушках у человеческих нужд. Просить у Господа изменить то, что Он уже дал, это все равно, что жаловаться Ему на Него же. Это похоже на то, как если бы ребенок пришел к художнику и сказал: «Ты нарисовал этот пейзаж неверно. Солнце слишком яркое, ветер слишком резкий, а дерево не того оттенка». Но ведь художник — это тот, кто видел весь замысел целиком, кто знает, зачем здесь тень, а там свет. Мы же часть картины, и, находясь внутри нее, не видим всей полноты замысла. И когда мы говорим: «Господи, измени мою жизнь», мы часто не осознаем, что просим переписать ту страницу, которая дана нам во благо. Да, она может быть трудной, непонятной, полной боли. Но боль — это не ошибка системы, это ее часть. Когда человек просит: «Забери у меня это испытание», он порой не замечает, что вместе с ним просит забрать и тот урок, ради которого пришел в этот мир. Это как жалоба ученика учителю: «Почему ты дал мне сложную задачу? Дай попроще». Но ведь не для того мы пришли в школу, чтобы просто сидеть. Творец не ошибается. И просить у него изменить то, что он дал, значит сказать ему: «Ты ошибся, я знаю лучше». И это выглядит даже не дерзко, а странно. Истинный смысл чудес — это тоже всегда урок. Чудо — не подарок за подношение, а знак, призванный пробудить в человеке нечто большее, чем потребительское отношение к вере. Людям кажется, что чудо в исцелении от болезни. Но истинное чудо не в этом.
а в преображении сознания. Оно в том мгновении, когда человек вдруг ощущает присутствие непостижимого, когда среди привычного шума жизни раздается шепот «Я есть», и сердце замирает в узнавании. Этот поворот внимания — главное таинство. Внезапная уверенность, что за видимым миром существует иной порядок вещей. Не доказательство, но знание. Не факт, но переживание истины. Такое чудо не нуждается в золотых ризах и чудесных историях. Оно происходит тихо, где-то в промежутке между вопросом и ответом. И это преображение касается не только того, кто молился. Оно распространяется на всех, кто услышит эту историю. Одно чудо рождает десятки, сотни проблесков веры в других. Представьте учителя, который раз за разом объясняет ребенку, что огонь горячий, но тот не верит, пока не обожжется. Чудо — это такая же демонстрация. Творец демонстрирует чудо не ради помощи в исполнении желания, а потому, что человеку иногда нужен осязаемый знак, чтобы поверить. Можно молиться в сияющем золотом храме, можно в сыром подземелье. Место не имеет значения. Когда приходит час чуда, оно прорастает сквозь любые стены, будь то позолоченные купола или гнилые доски подвала. Потому что истинный источник не в позолоте икон, не в заученных молитвах, не в ритуальных жестах, и даже не в том далеком Боге, которого воображают восседающим на облачном Олимпе. Чудо рождается в бездонных глубинах человеческого сознания, там, где стирается грань между молящимся и тем, к кому обращена молитва. Бог не во внешних атрибутах веры. Он в том внутреннем пространстве, где тишина становится голосом, а темнота — светом. Все внешнее — лишь бледное отражение этой внутренней реальности. Чудо — такой же внутренний процесс. Внешние атрибуты — свечи, молитвы, святые места — лишь якоря, помогающие настроиться. Но сила в нас. Внешние чудеса — словно костыли для души, еще не научившейся ходить в вере. Они лишь азбука для начинающих. Они нужны душе, которая еще не слышит внутренней тишины, не видит света в собственной глубине. Они необходимы лишь тем, чье сознание еще спит, кто требует осязаемых доказательств там, где нужно просто открыть глаза. Как ребенку нужны яркие картинки, так и слабой вере нужны зримые знамения. Но пробудившийся идет иным путем. Ему не требуются эти подпорки. Его вера, как зрение слепорожденного, прозревшего внезапно, он больше не спрашивает доказательств солнца, он просто видит. Для него каждое дыхание уже чудо, каждый миг бытия — откровение. Он понимает, истинная вера начинается там, где заканчивается потребность в чудесах. Те, кто уже верит, не ищут доказательств. Они знают, дождь идет не потому, что небо их услышало, а потому, что так устроен мир. В легендарном романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» есть момент, переворачивающий саму идею чуда. Верно. Вы совершенно правы. Так и надо. Мы вас испытывали. Никогда ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат. И сами все дадут. Садитесь, гордая женщина. Это не отказ от счастья и не скромность. Это высшая ступень веры, когда душа уже не просит, потому что знает, все необходимое придет само. Маргарита — пример истинно верующего человека, для которого чудо стало естественным. Она не ждала знамений, не торговалась с небом. Ее сила была в принятии, а не в просьбах. Она больше не просила, потому что уже все имела связь с тем, что выше любых чудес. Но тому, кто сомневается, иногда нужен толчок. Людям, наблюдающим за Моисеем и горящим кустом,
Требовалось шоковое чудо, чтобы переродиться. Моисей 40 лет водил народ по пустыне уже без гарантий и чудес, но они верили, и их вера больше не зависела от чудес. Чем сильнее дух, тем меньше он нуждается в чудесах, потому что понимает, все сверхъестественное есть естественное, но еще не понятое людьми. Люди думают, что Бог — это волшебник, который лечит болезни, дает деньги, меняет судьбу по запросу. Но истинная сила Творца не в исполнении желаний, не в нарушении законов и происходящего на земле, а в их создании. Бабочка должна бороться, вылезая из кокона. Если ей помочь, она погибнет. Мышцы растут только через боль и напряжение. Чудеса — не подарки, а тренажеры для души. Они не решают проблемы, а толкают нас в зону роста. Знаете, почему в нашем мире так мало настоящих чудес? Потому, что они человеку противопоказаны. Чудо — лишь временное избавление от страха и усилий. Оно затмевает путь ярким светом, который вскоре исчезает, оставляя нас в темноте без внутреннего роста. Представьте, яви Господь кому-то настоящее чудо, что тогда? Человек тут же перестанет действовать. Зачем трудиться, если можно просто ждать следующего знамения? Зачем прилагать усилия, если небеса могут решить все за тебя? Вы перестанете двигаться вперед, потому что чудо возьмет на себя всю работу. И вместо того, чтобы действовать, вы будете сидеть и ждать. Чудо лишает нас мотивации, оставляет нас в положении пассивного наблюдателя, неспособного действовать. Чудеса — это не подарок, а ловушка, которая отвлекает нас от настоящего пути. История знает немало примеров, когда люди, столкнувшись с чем-то необъяснимым, теряли волю и разум. Они садились у дороги, поднимали глаза к небу и переставали жить. Надежда заменила им действие, а вера — реальность. Давайте я расскажу вам одну реальную историю. В 1923 году в удаленной деревне Сан-Мигель-де-Лос-Милагрос, штат Сонора, Мексика, произошло событие, которое местные жители интерпретировали как явление Девы Марии. Согласно сохранившимся записям миссионеров и отрывочным газетным заметкам, несколько крестьян утверждали, что видели в вечерних сумерках женскую фигуру, излучающую свет, на краю кукурузного поля. В течение нескольких недель деревня погрузилась в состояние коллективной религиозной экзальтации. Большинство жителей, а их было около 200 человек, сочли явление знаком свыше и перестали обрабатывать землю, уверенные, что Бог даст пропитание. Ежедневные молитвенные бдения. Вместо посевов крестьяне проводили время у святого места в молитвенных бдениях, ожидая новых знамений. Часть зерна, заготовленного на следующий сезон, была роздана нищим, с верой в то, что небеса не оставят. Но год спустя деревня столкнулась с катастрофой. Заброшенные поля дали лишь 10-15% обычного урожая. Распроданное и розданное зерно нечем было восполнить. Начался голод. По данным Мексиканского департамента здравоохранения, отчет 1925 года, от недоедания и сопутствующих болезней умерло не менее 67 человек, то есть треть населения деревни. Мексиканский историк Карлос Мансивайс писал по этому поводу: «Голод пришел не потому, что Бог отказал, а потому, что люди отказались от собственных рук». Этот эпизод – жесткая иллюстрация принципа «чудо не отменяет законов экономики и агрономии». Даже если Дева явилась, сеять зерно все равно было необходимо. Чудеса – это не подарок, а испытание – это милость, которая может убить. Чудо превращает разум в детский лепет. «Сделай за меня», «дай мне», «спаси меня». Стирает грань между верой и инфантилизмом. Задача чудес – не подменить путь, а указать на него. Не избавить от боли, а придать ей смысл. Не устранить тьму, а научить светить.
Нам кажется, что чудес на свете очень мало. Но на самом деле они окружают нас непрестанно, просто принимают иную форму, чем ожидает человеческое сознание, жаждущее театральных эффектов. Ни молнии, рассекающие небо, ни мгновенные исцеления по мановению руки, ни чудесное испарение всех проблем. Истинные чудеса в тихой мудрости повседневности, во внезапном понимании глубинной связи между событиями, в осознании, что случайности — лишь звенья единой цепи. В утреннем свете, проникающем сквозь шторы, в непроизвольном вдохе, который продолжается без наших усилий, в способности любить даже тогда, когда больно, в силе прощать, когда хочется мстить, в мужестве начинать снова после каждого падения. Эти неприметные чудеса требуют лишь одного — пробужденного внимания. Они не потрясают воображение, но преображают душу, не нарушают законы природы, но раскрывают их глубинную гармонию. Чудо не в том, что произошло, а в том, что изменилось в нас после. Если отчаявшийся нашел силы идти, это чудо. Остальное — спецэффекты. Красиво, но не главное. Мир полон чудес. Но самые важные из них — те, что невидимы, потому что происходят постоянно и со всеми. Они не кричат о себе, но ждут, когда мы наконец откроем глаза. А необъяснимое волшебство, которое люди принимают за чудо, понятие шаткое и относительное. Ведь то, что раньше казалось сверхъестественным, когда-то становится естественным. Например, 200 лет назад самолет был бы чудом, антибиотики — волшебством, а видеозвонок — колдовством. А сегодня это обычно. Граница между чудом и законом природы — лишь вопрос времени. Истинное величие заключается не в том, чтобы ждать чуда, а в том, чтобы научиться видеть красоту и силу в каждом шаге на пути. Все, что нам нужно, это вера в себя и в свое предназначение. А чудеса пусть останутся для тех, кто предпочитает искать короткие пути вместо того, чтобы расти и развиваться. До встречи в следующих выпусках. И пусть живая осознанность сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.